Всем привет! В этом видео приготовим пряничную шкатулку. Если вам интересно, смотрите дальше. Берем пряничное тесто. Рецепт своего теста я добавлю в отдельное видео. Но тут вы можете брать любое тесто, которое вы используете, из которого печете пряники. Раскатываем, но не очень тонко. Размер своей шкатулки я буду определять по книге. Так мне проще вырезать нужный размер. Раскатываем тесто, вырезаем шкатулки дно и верхушку. Вот так я вырезаю, поставила книгу на пищевую пленку и вокруг просто вырезаю. Можно вырезать так же само круглый, сделать круглую шкатулку, квадратную, любую по форме. Самое проще сделать квадратную, так как круглую выпекать надо на кольцо, обворачивать этот бок. В этот раз выбрала просто квадратную шкатулку, чтобы вам показать, как просто, быстро можно сделать красивую, вкусную шкатулку. Вырезанное тесто мы перекладываем на коврик, на котором будем выпекать. Чтобы наше тесто не деформировалось, один вариант раскатывать и вырезать уже на том коврике, на котором мы будем выпекать. Второй вариант, вот как я перекладывала на другой коврик. Конечно, чтобы получилась идеальная форма, такая, какую мы вырезали, лучше вырезать на том коврике, на котором будем выпекать, чтобы не надо было переносить, чтобы тесто не деформировалось. Но для квадратной формы это не так ужасно, если где-то что-то будет неровно. Так же само отмеряю бока для шкатулки, вырезаю. По высоте я выбрала так, чтобы можно было внутри этой шкатулки поставить макаронцы. Тут вы смотрите, насколько вам надо высоту этой шкатулки, что вы будете в эту шкатулку класть внутри. Можно сделать низкую, можно высокую. Все нужные мне детали я уже испекла. Вот посмотрите, лучше выпекать пряники и любые другие печенья на перфорированном коврике. Тогда они получаются идеально ровные, не образуются вот такие пузыри. А вот эти я большие выпекала на тефлоновом коврике. Вот даже тефлоновый коврик не помогает. И вот образуются вот такие пузыри. То же самое будет на пергаменте. Поэтому на перфорированном коврике будет идеально, ровно, красиво. Тесто при выпекании немного увеличивается в размере. И выходит так, что готовые пряники, они больше, чем мы их вырезали. Чтобы добиться более ровные стороны, мы на мелкой терке, на самой мелкой, равняем вот эти стороны. Так надо и укоротить, и плюс еще добиться более ровной вот этот бок. Далее будем клеить вместе все бока.
Вначале я пробовала шоколадом, но шоколад надо долго ждать, чтобы он застыл, поэтому я взяла изомальт, растопила. Можно взять просто сахар, растопить, как бы с карамелью склеивать вместе. Сахар или изомальт очень быстро остывает, сразу прилипает. Так склеиваем все детали. Далее из шоколада, шоколадной массы или, как бы сказать, пластичного шоколада, хоть это на самом деле не настоящий пластичный шоколад, это шоколад, из которого мы сделали такой, как пластилин. Из этого шоколадного пластилина я буду делать детали и украшать шкатулку. Рецепт этой шоколадного пластилина, пластичного шоколада, хоть пластичный шоколад готовится немного по другому рецепту, ну, назовем, что это тоже такой быстрый пластичный шоколад. Быстро приготовить, удобно с ним работать. Вот всякие такие детали очень хорошо из молдов они выходят, остаются красивые отпечатки. Что еще хорошо с этим пластичным шоколадом? Он потом застывает и затвердеет, и будет очень твердый, как обычный шоколад. Эти детали к шкатулке я клеила на обычный растопленный шоколад. Промазываем детали, приклеиваем и так украшаем всю шкатулку с такими молдами, которые у нас есть, которые нам нравятся, и добиваемся вот такой как бы старинный вид шкатулки. Что еще из этого шоколада, пластичного шоколада, можно взять вот такой коврик, который думан для кружева. Немного надо подогреть пластичный шоколад, чтобы он так легко был теплый. И вот с металлической спатулой наносим на коврик, распределяем. Надо делать это довольно так быстро, так как этот шоколад, пока он теплый, он еще поддается, а потом он застывает, и мы его больше не можем распределить по этому коврику. Поэтому надо так, подогрели теплый, не горячий, а теплый, и сразу же вот распределяем и делаем такие элементы. Очень аккуратно снимаем с коврика и даем немного остыть. Остыть, застыть, тогда он будет более хорошо держать форму, не будет так рваться, не будет такой хрупкий, но в то же время долго ждать нельзя, он может застыть полностью, и тогда он не будет хорошо прогибаться. Так как я делаю старинную шкатулку, мне вот эти все элементы не надо, чтобы были идеальные, ровные, там где-то что-то, если оторвалось, это все равно будет выглядеть красиво, так как это будет старинная шкатулка. Вот видите, этот немного у меня тут остыл кусочек, но в то же время он еще эластичный.
Вот видите, можем даже сделать вот такие кружева, небольшие кусочки. Целые кружева, чтобы сделать, конечно, будет очень трудно. Мы его не снимем так красиво с коврика, хоть попытаться можно. Все элементы, как я сказала, я крепила на растопленный шоколад. Тут у меня сверху поставлена съедобная кружева. Это не шоколадный декор, а вот именно кружева. Когда приклеили все шоколадные элементы, нам надо шкатулке придать старинный оттенок. Поэтому я разбавила белый порошковый краситель с водкой и кисточкой, так очень тонким слоем наношу. Вначале я всю покрасила белую шкатулку, а потом слегка прошлась еще немного фиолетовым оттенком. Но тут мы можем, конечно, вот цвет шкатулки делать какой угодно. Можем оставить белую, можем придать какой-нибудь оттенок. И в конце немного по деталям прошлась золотым кондурином. Конечно, так же самое можем сделать полностью золотую шкатулку, полностью серебряную. Или просто окрасить детали золотые, серебряные или любого другого цвета с кондурином.
Тут уже идет на ваш вкус, как вы ее украсите, как покрасите, какой цвет выберете. Но белый, это основной такой цвет, он придает такой старинный оттенок, и потом уже дополнительно. Но нам не надо окрашивать полностью, а вот так просто с кисточкой проходимся. Местами он покрасил, местами прозрачный коричневый, вот так, чтобы оставалось. Вот тут надо брать такую довольно жесткую кисточку, не мягкую, а вот такую жесткую, плоскую, чтобы кисточка прошлась по поверхности вот этих деталей и не полностью окрашивала все места. Но шкатулки я помазала шоколадом, и тоже внутри я прошлась немного красителями. Вот такая шкатулка получилась. И сейчас буду я наполнять шкатулку макаронцами. Но так же само можем наполнять с пряниками, с конфетами, с зефирами. Но если что-то кладем влажное, которое отдает влагу, то лучше, конечно, использовать какие-то вот бумажные формочки, так, чтобы пряник не становился влажный. Ему надо оставаться твердым, хрустящим. Вот такая шкатулка у меня получилась. И вот просто пряник и шоколад и красители. Все. Квадратную шкатулку готовить очень просто. Все неровности нам это не мешают, потому что это старинная шкатулка, ей не надо быть полностью ровной, идеально там прямой. А вот рецепт этого пряничного теста, пластичного шоколада, макарон на швейцарской меренге я добавлю в отдельном видео. Не бойтесь экспериментировать, порадуйте близких, удивляйте гостей. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь. Всем пока!